Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за теплые слова, за лайки, подписки. Огромная благодарность вам за ваши комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Что он чувствует, когда видит тебя с другим? Сегодня, девочки, сделаем расклад о мужчине, который остался в прошлом, да? Если вы сейчас то ли встречаетесь с новым партнером, то ли пытаетесь выстроить или выстроили отношения, давайте посмотрим, как бывший реагирует, когда видит вас с другим. Для начала, девочки, делаю его сигнификацию, собственно, этого мужчины. Если сейчас срезонирует, вы его узнаете, точно похоже на него. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Какой он, этот мужчина? Подумайте о нем. Назовите его имя, вспомните его глаза, улыбку, тембр голоса. Какой он мужчина? Ух ты, зачем он показывает вперед, пропускает множество женщин? Какой-то сплоченный женский коллектив, да? Серпентариум какой-то, ладно. И дальше принцессу показывает. Как будто говорит, она не одна из них. Это вам не это ширпотреб, это вам инпошив. Как будто бы есть множество женщин и есть отдельно одна принцесса. Интересно. Мне мужчину, пожалуйста, покажите. Мужчина показан с разбитым сердцем, да? Так. Счастье-то какое. Было счастье вот такое, а стало горе горько. Видите, тут изображен ребеночек, который с коленками разбитыми, подранные штаны, сидит на какой-то этой лесенке и плачет. Говорит, а счастье было так близко. Так, покажите мужчину, пожалуйста. Это карта усталости. Это не обязательно женская, это в принципе человек устал хронически. Может быть, элементарно приболел, может быть, не соблюдается там не соблюдается элементарно, человек не может выспаться, да, гигиена сна, хотела сказать. Ладно, человек истощен, может быть, на одной, второй работе, пытается что-то, какие-то проекты воплотить, режим сна, гигиена тоже, ладно, сюда же пойдет, может, его в это время. Я не знаю, у меня черный юмор, ладно. В этот момент не дают ему спать. Вот. Всякие личности. Да, вот поэтому он не может выспаться. Ладно, юмор черный. Так, девочки, по этой карте у мужчины разбито сердце. Он говорит, тут как из-за какой-то дамочки, принцессы. Вероятность есть того, что эта принцесса, это вы. Похоже, что это вы? Конечно, 100%. Карта радуга. Видите, 100%. Это стопроцентное закрытие потребностей. По этой карте всегда проходит, вот, представьте, да, на 100% счастья. И вот эта вот карта полностью будет ее отражать. Это закрытие всех потребностей этого человека. Это вы. При этом так интересно, он говорит, допустим, если это так считать, говорит, были у меня женщины, и тут как минимум 4. Какие-то они тут все не очень счастливые, честно говоря. Ладно. Судя по всему, мужчина шел особо не задумываясь по жизни, да, может, влюблял. И тут встретил на свою голову принцессу. Он говорит, сердечко мое разбито, хотя было счастье, я был счастлив. Но потом какое-то такое состояние, видите, коленки, опять повторюсь, разбиты, штаны разорваны и хроническая усталость от этого всего. Какой-то период жизни тяжелый. Истощен он. Почему ты истощен? Карта книга, карта огонь. Почему ты в таком состоянии? Две карты прям выскочили. Карта книга огонь, дьявол и князь. Интересно. О чем это? Иллюзии. Как будто бы человек, знаете, мне вот по этим картам себе напланировал, что у него будет, счастливая, сытая жизнь во всех смыслах, девочки. По карте князь тут такой еще подтекст. Мужчина материально стабилен, стремится к этой материальной стабильности. По карте дьявол
Может быть, ради той же стабильности, ради положения в обществе, этого статуса, готов на очень многое был. Карта, книга, огонь и иллюзии еще мне сверху. Знаете, у мужчины была, может быть, своя философия, свое какое-то видение своей жизни, взаимоотношений, может быть. Тут неожиданно карта огонь. Ну, тут может быть страсть по дьяволу, какая-то роковая страсть. Ну, в общем, мне вот эти карты говорят о том, что, скорее всего, мужчина по карте книга постарался как-то подойти к той ситуации, в которой он оказался, ну, если он тут влюбился, да, может быть, как-то более мудро, как он считал. Может, он посчитал, что там страсть это не повод для того, чтобы менять свою жизнь, да, особенно если она там какая-то уже устоявшаяся, если там свои какие-то у него в жизни были приоритеты. Ну, вот эти вот все карты говорят о том, что как будто бы мужчина чуть-чуть, как не буду говорить, что прям провтыкал, да, хотела сказать. Нет, тут как будто бы он принял желаемое за действительное. Может быть, проиграл даже в чем-то. Ну, тут как-то мне так идет. Он будто бы рассчитывал на один исход. А все сложилось совсем по-другому. Хотя он вроде бы по карте, там книга, как-то вроде бы, может быть даже с кем-то и советовался, и как-то мудро старался. Тут, скорее всего, человек посчитал, что эмоции эмоциями, а, знаете, жизнь продолжается, и не нужно, может быть, что-то разрушать, не нужно особо спешить. Тут у кого-то так. Мне такое ощущение. Человек мог и сам как-то приложить руку для того, чтобы, ну, может быть, вы расстались. Тут такое. Почему-то мне так идет. Вот усталость, потому что ведет все не совсем так, как он запланировал. А точнее, все совсем не так. А вот тут почему ты расстроенный такой. Тут, ой, мне прям карта выскакивает. Высшая доступность. Ну, расстроенный, потому что, судя по всему, то ли вы на расстоянии, и у вас тут, он понимает, что вы то ли своими делами заняты, тут еще корону на голову нацепили. Высшая я и доступность. Если раньше он мог считывать, что в принципе при желании он может там протянуть руку и может наладить отношения или как-то выстроить с вами, как ему удобно, то сейчас на первое место вы себя ставите. Ему кажется, что сейчас с вами очень трудно будет договориться, если вы будете заведомо понимать, что ну, вы особо не выигрываете в этой ситуации. То есть вы не готовы приносить жертвы никакие. Вот мне так идет, девочки. Вот как будто так. Так, бегом. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Что он чувствует, когда видит тебя с другим? Что он чувствует, когда видит тебя с другим? Что он чувствует, когда видит тебя с другим? Вот эротическую возьму еще. А может, он говорит, ну, говорит-то говорит, а что он чувствует? А может, он чувствует радость, он говорит, наконец-то кому-то она нашла достойного мужчину. Это не то, что я. Да, этот мужчина лучше, чем я. По крайней мере, он может ей дать то-то и то-то, в отличие от меня, да? Может, такое говорит, да? Итак, что он чувствует, когда видит тебя с другим? Так, девочки, еще эти карты и все. Что он чувствует, когда видит тебя с другим? Угу. На прямых. Ух ты. Ух ты. Сразу мне так прям смешно. Звезда, красотка, но холодная. И тут, наверное,
Он смотрит на вас с другим мужчиной, говорит, он недостоин, и он вампир, он потребитель. Он не сможет ей дать того, то ли того, что вы заслуживаете, то ли то, что он может, в принципе, дать. Почему-то тут карта жадины. Как будто бы, уже не знаю. Ой, девочки. Так, вот эта карта соперничества. Ага. Так, вот так вот. Что он чувствует, когда видит тебя с другим? Угу. Так, тут уже сказала. У вас по звезде где-то идеализация вас внешне очень привлекательна, но холодная. Понимаю, что вы светите, но ему не греете, да? Точно. На мужчину сразу, на какого-то, который рядом с вами, ему кажется, что он потребитель, вы заслуживаете 100% лучшего. Еще ему кажется, что он недостаточно денег то ли на вас тратит, то ли для такой звезды, как будто бы это какой-то, ну, мягко говоря, не совсем тот уровень. Будто бы этот мужчина не сможет вам дать в полной мере материально того, что вы заслуживаете. Это я уже сказала. Опять-таки он смотрит на вас, ему кажется, карта тут исцеление, горы, мужчина. Ему кажется, что вы проигрываете с вот этим мужчиной, который новый в вашей жизни. Какой-то сценарий. Смотрите, какого рода сценарий. Вы тут в роли целителя. То есть где-то какая-то, ну не обязательно тут жертвенность, но тут, видите, лежит мужчина, тут какие-то повязки на нем, то есть, хотел сказать, поврежденный. Ладно, девочки, ну, давайте так, не смеяться, но какие-то проблемы у мужчины со здоровьем, да, здоровье разного рода может быть. И женщина, она как целитель проявляет себя, тут руки ложит на него и, собственно, его вылечивает. Вот почему-то этому мужчине, на которого мы смотрим сейчас, ему кажется, что опять-таки, что мужчина, который рядом с вами сейчас находится, почему-то он как вампир какой-то даже, да? То есть 100%, что как будто бы вы очень много энергии и сил в этого мужчину можете вкладывать. А он проблемный по карте гора. Мужчина и проблемы. И скорее всего, что этот мужчина может принести вам проблемы. Будто бы, ну тут 100%, не то, что он вас даже не заслуживает, а как будто бы вот вы нашли себе проблему на пятую точку, да, но вы тут прикладываете усилия. Может быть, даже такой вот между строк говорит, что мужчина, который рядом с вами, он вас каким-то образом использует. У кого-то это прям пройдет, девочки, вы как карманный психолог, да, всегда готовы прийти на помощь. Опять, так, мужчина, идол. Сейчас я спрошу, идол это кто? Идол это вы? Идол это мужчина, который с вами рядом. Ага. Идол это он, тот, который смотрит. Ух ты, как интересно. Ну тут и дальше карта соперничества. Это еще карты, знаете, о чем? О том, что этот мужчина сравнивает вашего нынешнего с собой. Идол и так, и сяк сравнивает. По карте урожай, то есть где-то он видит его реально достоинство, в чем-то он видит. Другое дело, что он никогда об этом не скажет. И тут включается у него по высшему я, его эгоизм. Ну, где-то он говорит, я в чем-то лучше. Я, хоть этот вот там, в чем-то там он замечательный, но я еще лучше в этом. Ну и тут такой подтекст, знаете, сразу же почему-то, я не знаю почему, сразу по поводу вас, как будто бы вот этот мужчина, карта расхода, как будто бы он не в полной мере там, ну не знаю, вас балует. Почему-то тут карта расхода, что казалось бы, в общем, тот мужчина, на которого вы смотрите расклад, почему-то ему кажется, что мужчина, который рядом с вами, недостаточно вас материально там балует, там что-то вам там, уже не знаю. Ну почему-то такое, вот, я не знаю, почему это вышло. В любом случае, вы заслуживаете, по его мнению, лучшего. Ну тут карта соперничества опять. Сравнение, соперничество. Что он чувствует? Чувствую, что жареный пахнет. Что его место заняли. И, по-моему, прочно. Так, опять-таки. Какие эмоции он испытывает? Что он чувствует, когда видит вас другим? Постоянно по этой карте по колеснице, это карта эротическая, Монара, да? Колесница это наоборот прокручиваем назад, он как будто бы
погружается в прошлое, вспоминает что-то, вот как сидит и медитирует и вспоминает. И при этом его тянет по карте сила, притяжение вот, сексуальное, в том числе, насколько вы как будто бы вы держите. Ну, тут он испытывает это влечение до сих пор. При этом, знаете, идет ощущение того, что по всаднице Земли как-то так, знаете, как будто бы вы особо даже не могу сказать, что вы нуждаетесь или в нем, или даже в настоящем партнере. Как бы там ни было, как бы он тут не сравнивал, как бы он тут не оценивал вас, а он тут высоко вас ценит. Ему наоборот кажется, что вы себя недооцениваете, что вы выбираете, может, мужчин, которые все равно вот каким-то образом вас как используют. Вот, ну не знаю, девочки, исцеление. Вы как будто для любого мужчины вы можете быть вот этим, не знаю, источником энергии, каким-то прям, не знаю, источник этой питательной энергии, девочки, положительной. Ну вот как-то так. Но при этом это то, что в вас нуждаются мужчины, он это понимает. А вот эта карта всадница Земли говорит о том, что женщина на самом деле может и сама тут. На этой карте изображена всадница, и она тут может эту как оградку починить. То есть, по большому счету, почему-то ему кажется, вот, когда он вас видит, что вы на самом деле не особо-то в мужчинах и нуждаетесь. У вас и с самой все хорошо. И вы сами можете на себя полностью рассчитывать, скажем так. Так, что он еще испытывает? По карте колесницы, я же говорю, постоянно погружается в это прошлое. При этом ощущение того, что по карте смерть все закончено, как будто бы назад пути уже нет. Вот смотрит на вас, на этого мужчину, и понимает, что все осталось это в прошлом. При этом карта рассорка может вспоминать, как вы там то ли поссорились, то ли может вспоминать, что послужило этой ссорой, да. Но при этом карта соль, девочки, последняя карта, это из магической колоды, говорит мне о том, что, скорее всего, мужчина, думая, что можно еще что-то, ну, как минимум нейтрализовать вот то негативное какое-то впечатление, которое, допустим, у вас о нем складывается, или как-то сгладить вот этот негатив, который у вас там в прошлом был. Вот как-то так тут, как будто бы минимизировать тут негатив можно. Вот так вот как-то. Это как какие-то, знаете, тоже мечты даже, я бы сказала. Насколько это реально, бесполезно, нет, бесплодно. Нет, на самом деле это нереально, это все, ну, не знаю, насчет второй раз в реку войдешь или нет, можно ли это все вернуть между вами. Если отношения будут, то это будут уже совсем другого рода отношения, да, совсем совершенно, потому что вы уже поменялись. Но ему кажется, что улучшить можно отношения между вами. Все, девочки, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!